Сравнивать 14 и 22 год абсолютно некорректно и невозможно. Сейчас попытаться каким-то образом заморозить этот конфликт, это лишь отложить большую войну еще на какой-то срок. Но, конечно, никто не будет никакие санкции отменять быстро. Так или иначе, Россия будет платить за восстановление этих территорий. Друзья, гостем моего нового интервью стал журналист Илья Барабанов, который работает в русской службе BBC. Мы с ним обсудили ситуацию в Украине, обещанное контрнаступление украинской армии, ядерную войну, снятие санкций и еще много интересных тем. Приятного просмотра! Привет-привет, рад тебя слышать наконец-таки. И скажи, где ты сейчас находишься? Привет, дорогой Илья, я сейчас нахожусь в Риге. Когда ты последний раз был в Украине? В Украине последний раз был в феврале, собственно, в те дни, когда началась война. Я там встретил начало боевых действий, первые дни войны был в Киеве. Мы с тобой незадолго до начала войны разговаривали, и ты мне, вот я прямо смотрю, 18 февраля говорил, что готов поставить бутылку коньяка, что не будет никакого признания ЛНР и ДНР. Тогда вопрос стоял относительно признания, и также ты был уверен, и не только мне говорил, что никакой войны не будет. Собственно, насколько для тебя была неожиданность то, что случилось 24 февраля? Ты знаешь, я думаю, что для меня, как и для большинства граждан России и Украины, это стало, конечно, полной неожиданностью. Да, я до последнего не верил в то, что какая-то большая война возможна. Я все же исходил из того, что люди, которые управляют нашей с тобой страной, сохраняют какие-то остатки рациональности и понимают о том, что нельзя допустить такую катастрофу. Как казалось, я ошибался, как и ошибались очень многие другие люди. Хотелось до последнего верить в то, что этого не произойдет, но вот уже 5-й месяц мы видим, как эта катастрофа прямо на наших глазах разворачивается. Это несмотря на то, что и различные западные разведки предупреждали, что будет вторжение, и то, что оно будет вот именно в таком ключе, в котором оно и началось 24 числа. Ты всем этим сообщениям не доверял. Ты считал, это какая-то дезинформация? Мы же на протяжении 8 лет видели, как там примерно раз в полгода происходит какое-то обострение вдоль линий соприкосновения. И довольно часто предсказывали и ожидали возможность какого-то полномасштабного возобновления конфликта. Но даже большинство пессимистов все-таки исходило из того, что если что-то начнется, то максимум начнется вдоль линии соприкосновения в ЛДНР. Никто себе не мог представить полномасштабное вторжение российских войск по всей протяженности границы, и не только русско-украинской, но еще и украинско-белорусской. Это какой-то максимально апокалиптичный сценарий, в который, признаюсь, до последнего не верилось, вплоть до 24 февраля, пока вот меня в киевском отеле не разбудил портье со словами, что «просыпайтесь, молодой человек, кажется, нас бомбят». Твои чувства, когда тебя вот в отеле разбудили? Ошеломление, растерянность. К тому моменту я уже 2 или 3 недели путешествовал по Украине, успел побывать в Виннице, успел побывать в Харькове, который вот все эти недели находится под огнем. Мы с моим коллегой из украинской службы делали репортаж из Волчанска, небольшого городка на границе, который вот, собственно, с первых дней войны находится под оккупацией. И знаешь, вот тоже мы там ходили по этому маленькому городку, от которого там до Белгородской области буквально 15 километров. И понятно, что у каждого местного жителя в России есть какие-то родственники, близкие люди. Чем ближе к границе, тем меньше люди верили в то, что война возможна. В Киеве об этом еще кто-то там говорил, в приграничных районах никто всерьез не верил. И когда я разговаривал с людьми о том, что что будете делать в том случае, если все-таки начнется. И люди, простые, обычные люди, они такие, а что мы будем делать? Как-то и при немецкой оккупации жили, будем как-то и при новой оккупации жить. Это все, конечно, огромная трагедия, и в первые дни я толком не мог поверить в то, что это действительно началось. Сейчас уже что к этому возвращаться? Мы все ошибались. Какого числа ты уехал из Украины?
Слушай, это было, наверное, надо уточнить по загранпаспорту. Где-то конец первой недели войны, когда там российские танки подходили к Киеву. И в тот момент как-то было принято техническое решение о том, что надо выезжать. А ты спокойно выехал, потому что границы уже вроде были закрыты. Ну, границы были закрыты для граждан Украины, для мужчин, граждан Украины, которые типа не могли покинуть страну. Для иностранцев-то они оставались открытыми. А у тебя были какие-то проблемы вот с российским паспортом, когда ты понимаешь, что ты находишься на территории Украины, у тебя российский паспорт, ты его предъявляешь там на блокпостах, на границе, не знаю, там в отеле, где угодно. Были какие-то проблемы, когда люди видели твой российский паспорт? Слушай, я понимал, что неизбежно эти проблемы возникнут, и что гражданам России мужского пола работать на территории Украины в ближайшие там месяцы будет, мягко говоря, затруднительно, если не невозможно. Поэтому, в общем, решение о том, что надо выезжать, и было принято. Но лично у меня никаких проблем не возникло. Я спокойно выехал в Молдову и дальше оттуда через Румынию последовал дальше. Я хотел бы с тобой немножко поговорить о том, в каком состоянии сейчас находится российская журналистика, потому что ты выехал из Украины, но огромное количество журналистов, они были вынуждены покинуть Россию. Я думаю, все прекрасно понимают, что там и как случилось. В каком состоянии сейчас находится российская журналистика, по-твоему? Как ты себе это видишь? Говорить про какое-то состояние российской журналистики, знаешь, это все равно как сравнивать, есть какое-то здание, там, не знаю, большое, маленькое, там, хрупкое или крепкое, неважно, а потом на него сбросили многотонную бомбу. И вот то, что там осталось от этого здания, вот в такие руины, в общем, превратилась российская журналистика, потому что по большому счету, после всех законов, которые были приняты в Российской Федерации, о фейках, о военной цензуре, обо всем на свете, заниматься полноценной журналистикой в стране невозможно, называть войну войной в стране невозможно. Ты либо миришься с военной цензурой и просто об этом не пишешь, либо ты выезжаешь из страны, либо ты занимаешься военной пропагандой, чем, в общем, занимается все центральное телевидение и часть, не знаю, телеграм-каналов и печатных СМИ. Говорить о какой-то журналистике, мне кажется, сейчас, и до тех пор, пока не кончится война, просто довольно странно. Если ты будешь заниматься журналистикой так, как ей надо заниматься, то, тебе светит от 7 до 15. Это, кстати, очень интересный момент, когда ты говоришь, если заниматься журналистикой, как ей надо заниматься. Я вспоминаю сейчас 2014 год, когда был Крым, когда был Донбасс, и я тогда заметил еще, в том числе и на себе, что во время какого-то конфликта у обывателя, у твоего там зрителя, читателя нет запроса на какую-то объективную информацию. То есть твой читатель и зритель, он хочет, чтобы ты занял там ту или иную сторону конфликта и занимался военной пропагандой либо с одной, либо с другой стороны. Это, кстати, очень хорошо видно, например, даже на примере там «Медузы», которая пытается иногда давать какие-то альтернативные точки зрения, и когда «Медуза» делает что-то, что может со стороны показаться прокремлевским материалом или с какой-то кремлевской позицией, не потому что ей кто-то заказал, да, потому что вот события иногда так происходят, то ее начинают там отменять, травить и все остальное. Собственно, если сейчас какой-то запрос на объективную вообще информацию и на попытку разобраться, или журналисту нужно сейчас занять какую-то сторону? Нет, конечно, журналисту занимать какую-то сторону это не лучшая идея, но другое дело, понимаешь, что сравнивать 14 и 22 год абсолютно некорректно и невозможно. В 2014 году, когда конфликт на востоке Украины только начинался, я в тот момент работал в издательском доме «Коммерсант», и мы спокойно могли себе позволить работать по обе линии фронта, пересекать эту линию фронта чуть ли не каждый божий день. Идут бои за Донецкий аэропорт, мы сначала заезжаем в этот аэропорт с украинскими военными, через 3 дня заезжаем туда с какими-то донецкими людьми. Была возможность показывать картинку с двух сторон, чтобы читатель сам делал какие-то свои выводы. То есть все-таки была какая-то возможность хотя бы приблизиться к объективному освещению ситуации. Представить себе это в 2022 году просто невозможно. Нет, по-моему, ни одного журналиста, который бы сейчас одинаково бы работал и в Донецке, а потом, например, не знаю, в Славянске или в Мариуполе до его оккупации.
законодательство российское изменилось за 8 лет просто до неузнаваемости, поэтому сейчас там любые попытки играть в такую рода объективность, там тебе пришьют, как там эта новая статья, переход на сторону врага в военное время, ну и все, там, поезжай в лагеря на 15 лет. Наша страна изменилась кардинально и, мягко говоря, не в лучшую сторону. Поэтому понятно, что сейчас там, власти в первую очередь ставят медиа в ситуацию, когда ну, вы либо занимаете однозначно про нашу позицию, либо вы все, значит, национал-предатели, враги народа, и давайте-ка отсюда либо в иммиграцию, либо, как вон несчастный этот депутат Горинов на 7 лет в лагере. А есть ли вообще запрос сегодня вот у российской аудитории, у тех, кто остался в России, на какую-то, сложно говорить сейчас какое-то слово независимое, да, но на какую-то другую точку зрения? Ты знаешь, я думаю, он, конечно, есть, потому что, с одной стороны, мы видим эту пропагандистскую историю о том, что, значит, якобы там 90% поддерживают вот эту так называемую специальную военную операцию, но мы же понимаем, что никакой независимой социологии в России давным-давно не осталось. И я там, например, не очень понимаю, как в каком-нибудь там маленьком городке Ставропольского края, куда привозят уже 15-й груз 200 там за 5 месяцев, 90% могут поддерживать войну. Мы видим, сколько погибших приезжает в Дагестан, в Бурятию, в Башкирию. Да что там говорить, ну там в последние дни уже даже в Москву и Питер начали привозить погибших. Вот все те люди, которые столкнулись там, не знаю, с гибелью своих близких, с тем, что их близкие вернулись без рук, без ног, учитывая, что у каждого из этих погибших там у 90% остается дома там жена, дети, которые теперь стали сиротами, родители, которые потеряли там, возможно, единственного кормильца. Ну вот как ты думаешь, всерьез, все эти люди, они поддерживают войну или нет? Для меня очевидно, что, скорее всего, все-таки нет. Я несколько месяцев внимательно слежу за чатами, где разными чатами, где мамы ищут своих пропавших без вести сыновей в Украине. Там парни заходили в феврале, в марте, в апреле. Что с ними произошло, там до сих пор непонятно. То ли они в плену, то ли они погибли, их тело не забрали, то ли там что-то еще произошло. Может быть, они там по лесам где-то бродят. Миллион разных, может быть, вариантов. И я прямо наблюдаю в динамике, как в марте, например, там, большинство этих мам, они войну поддерживали. Они верили в то, что, значит, все правильно делается, значит, так оно и надо. Если президент сказал, то значит нам правда, значит что-то угрожало. Сейчас уже 5-й месяц войны. Люди видят, как относится командование к военным, как начинают обманывать раненых с компенсациями, как медленно возвращают домой тела тех же погибших. Когда там бывает человек погиб в марте, а его привезли спустя 4 месяца. К вопросу о запросе на альтернативную информацию, как мне кажется, очень сильно, конечно, на общественное мнение повлияло вот это знаменитое выступление Шевчука про то, что Родина это не президент, и когда его после этого там начинают судить, все эти мамочки задаются вопросом, а в чем, собственно говоря, Шевчук не прав-то? Ну, а что он не так сказал? Поэтому, конечно, огромное количество населения, которое имеет там российское телевидение в качестве единственного источника информации, оно, возможно, до сих пор поддерживает эту войну, к сожалению. Но мы должны понимать, что там, не знаю, когда начиналась Первая мировая война, там 90% населения тоже поддерживало. И там, возможно, когда начиналось вторжение в Афганистан, многие тоже поддерживали. Но чем дольше будет проходить времени, чем больше общество будет сталкиваться с потерями, чем больше цинков будет приезжать в разные регионы, городки и села, тем больше у людей будут открываться глаза на то, что как бы между телевизионной реальностью и реальностью жизненной, ну, есть некоторая такая марианская впадина. И там одно с другим вообще никак не коррелируется. А чем ты объясняешь такой успех пропаганды, да? Потому что многие годы все смеялись над тем, что есть там у Кремля в плане пропаганды, над всеми этими пропагандистами, что какие они все нелепые, глупые, смешные, вообще кто вот это все может слушать и так далее. Да? Но сегодня мы видим
ну, действительно, там, очень эффективную работу пропаганды. Вот если сейчас посмотреть там аналитику до 24 февраля, можно увидеть вот все эти рассуждения, да, что люди не поддержат, да, как-то вообще такое может быть, невозможно убедить, что там вся страна бандеровцы, невозможно убедить, что это имеет какой-то смысл. Ну, то есть говорили вполне такие серьезные там люди, серьезные эксперты. Сегодня мы видим, что так или иначе удалось убедить. И я могу даже сказать это по себе. Вот я сейчас нахожусь в Москве, я общаюсь там со многими своими там знакомыми, далекими и недалекими, и я вижу, что если там люди не поддерживают, да, то, по крайней мере, вот эта вот позиция, что все там не так однозначно, и что там, значит, там не надо было нас провоцировать, и не надо было там НАТО расширять, но мы же им там говорили, оно начинает вот эти вот идеи возникать у людей, у которых я даже раньше не мог подумать, что может возникнуть. Вот тут я говорю про людей, которые находятся внутри страны. Ну, смотри, я бы разделял этот там вопрос на несколько составляющих. Понятно, что когда там смеялись над этой кремлевской пропагандой, смеялись над ней, условно говоря, там, в нашем информационном пузыре. Там, жителей городов-миллионников, Москвы, Питера, Екатеринбург, Новосибирск частично. Люди, которые там, не знаю, сидели в Телеграме, Твиттере, в Фейсбуке. И мы даже сейчас по соцопросам видим, что на молодежь, условно, там 18-25 лет пропаганда работает хуже всего. В этой возрастной страте больше всего противников войны. Но когда речь заходит, там, не знаю, там, о каких-нибудь поселках городского типа, в Башкирии, Ставрополье, Красноярском крае, там, не знаю, бурятских селах и так далее, то понятно, что там как бы альтернативных источников информации, кроме телевизора, по-прежнему как не было, так и нет. И, в общем, мы даже сейчас видим, когда смотрим на списки погибших, что большинство военнослужащих, которые гибнут сейчас в этой войне со стороны России, это не москвичи и питерцы, это как раз жители там бедных дотационных регионов, где средняя зарплата колеблется в диапазоне, там, не знаю, 25-35 тысяч рублей. Если у тебя 35, то ты, в общем, уже успешный пацан. И армия — это, по большому счету, единственный социальный лифт, который может тебя куда-то там, куда-то вынести. Ну, к чему вынести? Там, не знаю, к служебной квартире, к ранней военной пенсии, к чему-то такому. Понятно, что, к сожалению, да, вот на этот огромный пласт там провинциального населения Владимир Рудольфович Соловьев, Ольга Скобеева, там, не знаю, господин Норкин и все остальные люди оказывают свое некое магическое воздействие, и эти люди, значит, вот отправились воевать. Ты говоришь о том, что там на твоих знакомых начинает это тоже работать. Но вот там я сейчас не в Москве, ты в Москве. Скажи мне, пожалуйста, ты там после тяжелых потерь первых месяцев Министерство обороны развернуло широкую кампанию по рекламе краткосрочных контрактов на армейскую службу, чтобы, значит, как-то восполнять людские потери. Ты видишь в Москве или Питере очереди желающих, значит, записаться прямо сейчас в ВДВ или мотострелки? Или все-таки москвичи как-то пока не спешат? Москвичи не спешат идти записываться, как там и питерцы. Я прекрасно понимаю, что когда мы говорим про какой-то там краткосрочный контракт и так далее, да, в основном это идут люди из депрессивных регионов, где действительно просто нет другой работы. И это такая вот, то, что называют там еще и скрытой мобилизацией, да, которая идет вот по тем социальным слоям, где просто у людей нету по какой-либо там причине выбора. Хотя, ну, понятно, что есть какие-то единичные случаи, но, естественно, тренд понятен. И большинство, даже тех, кто войну поддерживает, это такие диванные патриоты, которые сидят, смотрят это по телевизору и воспринимают это как вот некое участие в каком-то там боевике, который происходит у тебя просто в прямом эфире, и ты вот болеешь там за свою команду. Они, наверное, не ассоциируют себя, что они сейчас пойдут и будут брать в руки оружие. И на эту тему там есть какое-то количество даже роликов смешных на Ютубе, да, когда на московских улицах пытались взять данные там, на случай мобилизации, как люди убегали. Вот. Но вопрос не про это. Да? Мы же не обязательно говорим, что поддержка — это значит готовность идти на фронт. Поддержка, она может быть одобрение, в том числе там, и идеологическое, какую сторону ты занимаешь. Потому что
когда человек начинает принимать эту ситуацию и говорит, что все делается правильно и все замечательно, это вполне себе поддержка, даже если он не готов идти на фронт. И мне кажется, что люди, которые так говорят, они просто не очень отдают себе отчет и не очень понимают, что из себя представляет на самом деле война. Они думают о войне, там, не знаю, по героическим сюжетам, которые им клепает военная пропаганда, по каким-то прочитанным в детстве книжкам. Скажи, пожалуйста, я не знаю, там заметил ты не заметил, насколько я понимаю, официальную там позицию Москвы на Западе сегодня не слушают, но тем не менее Москва, там Кремль, там в лице Лаврова и даже иногда Путина довольно резко реагирует на любые обвинения например, там, в нанесении ударов там, по мирным объектам. Можно вспомнить последнюю историю с Кременчугом, да, где ракета там то ли попала в торговый центр, то ли попала куда-то рядом, ну, в результате чего торговый центр загорелся и были там жертвы, и эту ситуацию сразу там начали комментировать. До этого было много других ситуаций, каждый раз их довольно остро комментируют, и видно, что этот вопрос Кремль как-то волнует. Хотя, мне кажется, немножко странным, учитывая то, что на Западе все равно Кремль никто не слушает, а внутри страны можно говорить все, что угодно, и любая версия заходит замечательно. Зачем в нынешних условиях, уже спустя вот столько месяцев после начала, Кремль продолжает довольно остро реагировать и оправдываться по поводу таких обвинений? Слушай, это очень хороший вопрос, потому что поведение этих людей, оно как какое-то абсолютно иррациональное, с моей точки зрения. Ну, с одной стороны, мы видим там президента страны, который говорит о том, что, значит, мы должны как-то аккуратно там брать города, не превращая их в Сталинград, говорит Владимир Путин. А с другой стороны, мы видим, во что превратился Мариуполь. Ради чего? После всех санкций, после всех там экономических потерь, которые принесла война. Откуда Россия возьмет деньги на восстановление того же Мариуполя, который надо по большому счету отстраивать с нуля? Огромное возникает количество вопросов, на которых никаких рациональных и адекватных ответов, на мой взгляд, нет и быть не может. Потому что это настолько иррациональная и безумная война, что поддерживать ее может только человек, который слабо себе представляет вообще, что такое война и к каким последствиям она приводит. А мы же должны понимать, что, окей, сейчас там пропаганда может сколько угодно там радоваться тому, что там кто-то там захватил Лисичанск. Окей, там будем исходить там из не украинских, а, например, там западных оценок российских потерь. Когда там британская и американская разведки говорят о том, что российская армия потеряла там, за 5 месяцев почти столько же, сколько Советский Союз в Афганистане за 10 лет, если ты к этому числу погибших там, умножишь его на 3 и получишь таким образом примерное количество там, раненых 300-х, огромное количество вернется домой без ног, без рук, это в долгосрочной перспективе превращается для страны в гигантскую социальную проблему, которую сейчас просто никто не хочет видеть и думать об этом. Я уже опять-таки не говорю о том, сколько в результате этой войны Российская Федерация получит сирот, получит разрушенных семей, получит безотцовщины, получит последующие там за возвращением с фронта алкоголизации там этих безногих ветеранов. Это же гигантская социальная проблема, про которую сейчас пока пока идут боевые действия, старается никто не думать. Это что-то такое, там, с чем, значит, будем разбираться когда-нибудь потом. Но это не когда-нибудь потом, это уже сейчас происходит. А ты думаешь, это кого-то волнует вообще? Честно, потому что, мне кажется, сегодня большинство людей, в том числе и те, которые принимают решения, и те, кто наблюдает за этими решениями по телевизору, они живут в мире, который вот сейчас ломается, и поэтому, когда идет крушение старого мира и дальше будет строиться какой-то новый, абсолютно не имеет смысла думать о том, что будет завтра, потому что завтра будет новый дивный мир. А завтра все равно приходится думать, потому что мы понимаем, что никакого там дивного мира не будет. Окей, мы пока не знаем, как кончатся боевые действия. Мы не знаем, кто победит в этой войне, какими будут послевоенные границы, кто и за что будет по итогам этих боевых действий платить. Но мы уже понимаем довольно простую вещь, что как бы ни закончилась война и какими бы ни были послевоенные границы,
весь там огромный западный мир Украине-то поможет восстановиться, отстроиться, там, не знаю, профинансирует социальные программы, программы по восстановлению и многое-многое другое. В случае с Россией ничего этого не будет. Мало того, что Россия, видимо, в том или ином виде там, захватит на эти территории или на их уступит и там будет платить репарации, неважно. Так или иначе, Россия будет платить за восстановление этих территорий, что встанет, мягко говоря, в копеечку. Ну, так еще и придется разбираться с огромными социальными проблемами внутри страны, про которые, окей, сейчас никто старается не думать, но вспомни, я думаю, ты прекрасно это помнишь, там, времена нашего детства, там, не знаю, там, начало, середины 90-х годов, когда вот там ты спускаешься в московское метро, а там, значит, вот по вагонам ездят все эти безногие ветераны Афганистана, которые поют какие-то песни и собирают, значит, милостыню. Потом это как-то все это решили, куда-то всех этих людей там убрали, как-то это там к середине нулевых годов порешали. Ну, так мы сейчас вернемся ко всему этому. Ну, потому что точно так же после этой войны там вернутся десятки тысяч безногих, безруких. И на что они будут жить там? На те нищенские социальные пособия, которые Российская Федерация им платит. Там, на какие-то, там, не знаю, там, 3000 рублей, там, которые там, им будут раз в месяц выплачивать в качестве ветеранских. Ну, очевидно, что нет. Это приведет и, там, не знаю, и к росту уровня преступности, и к росту вообще всего на свете. Об этом, окей, конечно, сейчас там за победными реляциями от Коношенкова, который 7-й раз подряд берет Кременную, думать об этом, может быть, не хочется, но думать об этом надо, потому что война рано или поздно закончится, а социальные последствия, которые эта война принесет, их нашей стране придется расхлебывать еще там десятилетиями. Относительно Запада, вот ты говоришь, там Запад поможет и так далее. Сейчас российская пропаганда, она очень активно форсирует историю, что Европа от всей этой ситуации в Украине, она довольно много теряет, что чуть ли она уже там не распадается, что столкнулась там с рецессией, с кризисом и просто там с этой катастрофой из-за санкций, и что вот Европе скоро кирдык, и вроде как Европа все с каждым днем все активнее начинает говорить о том, что надо прекратить поддерживать Украину и как-то договариваться с Путиным. Насколько сейчас в Европе у европейских политиков, во-первых, эта позиция едина, и насколько Европа готова дальше поддерживать Украину? Слушай, ну, ты знаешь, на мой взгляд, это вообще довольно безумно обсуждать, потому что те же самые люди 20 лет рассказывали про скорый крах доллара. Там с 2014 года эти люди рассказывали про то, что там вот еще одна зима и Украина распадется на части. Эти же люди там с завидной регулярностью рассказывают о том, что, значит, там вот-вот под гнетом внешнего долга там рухнет экономика Соединенных Штатов. Европейский Союз они хоронят примерно там раз в квартал, если не чаще. Ну, у людей профессия говорить ерунду и, значит, и на этом зарабатывать. Всерьез обсуждать их тезисы, на мой взгляд, ну, просто глупо, потому что, ну, окей, вы 8 лет смотрели по телевизору, вам 8 лет рассказывали о том, что Украина через 3 месяца развалится. Развалилась? Нет. Вам там Соловьев со Скобеевой там последние 4 года рассказывали, что, значит, под ударами там второй армии мира Киев падет за 3 дня. Пал тоже почему-то нет. Ну, сейчас они рассказывают о том, что, значит, вот-вот там развалится Евросоюз. Но это все какие-то безумные сны Веры Павловны, которые не имеют никакого отношения к реальной жизни. Точно так же они сейчас рассказывают о том, что ну, западное оружие, которое поступает, значит, в Украину, это вообще ничего серьезного, это полная ерунда. Там Коношенков уже начал там, значит, там уничтожать эти химарсы, когда этого он полностью уничтожал украинскую боевую авиацию. Ну, над этим можно только смеяться. Мы видим, как меняется там ситуация на фронте, как там эти химарсы уже наносят серьезные потери и бьют по складам российской армии последние 2 недели, там чуть ли не ежедневно. У России-то нету никаких новых вооружений. Россия Т-62 снимает, значит, расконсервирует и гонит на фронт. Поэтому, ну, окей, у людей такая работа говорить какую-то чушь и ерунду и пудрить людям мозги.
Но это же не имеет никакого отношения к реальной жизни, поэтому зачем мы с тобой будем это обсуждать? Окей, а насколько у Европы есть усталость от этой войны, и можно ли говорить о том, что там, если не политики, то европейский избиратель начнет от своих политиков требовать уже в каком-то виде все это дело заканчивать и договариваться о мире? Ты знаешь, я небольшой специалист по европейской политике, поэтому тут выступать каким-то политологом, значит, который анализирует внутриполитические расклады там в условной Германии или Голландии, я не готов. Но мне кажется, что, в общем, для большинства людей, это исключительно мое личное там оценочное суждение, очевидно, что сейчас попытаться каким-то образом заморозить этот конфликт, это лишь отложить большую войну еще на какой-то срок. Окей, в 2015 году уже заморозили, там, подписали Минские соглашения, там, первые, вторые. К чему это привело? Ни к чему, к тому, что там, все эти 8 лет там, я и некоторые другие коллеги говорили о том, что война неизбежна. В войне должен быть какой-то победитель. Пока война не довоевана, она неизбежно в какой-то момент разморозится. Ну вот она разморозилась. Можно сейчас попытаться там опять ее заморозить в каких-то там условных границах, с чем Украина со своей стороны категорически не согласна. И, в общем, ее можно понять. Владимир Путин, вон сейчас там начинает грозиться какими-то опять карами небесными, рассказывает о том, что, значит, Россия, оказывается, ничего еще и не начинала. Что она так в таком случае должна начать, я уж не знаю, там, что мы видели предыдущие 5 месяцев, если это не полномасштабная война. Что такого еще Владимир Путин может начать? Я думаю, что все понимают, что там либо этот конфликт все-таки разрешится в ту или иную сторону, либо его заморозка, ну, она возможна, но она приведет лишь к тому, что через 5, 6, 8 лет конфликт вспыхнет с еще большей силой. Если мы говорим про Путина, который говорит, что еще ничего не началось, и если мы послушаем речи там, различных там, пропагандистов и так далее, то, ну, мне кажется, понятно, что в очередной раз речь идет о применении ядерного оружия. Ну, я не очень верю в применение ядерного оружия, честно говоря. Опять-таки, может быть, я оптимист, я и в начало войны не верил. Но мне кажется, что применение любого ядерного оружия, оно, во-первых, чревато и для российской территории, там, я не знаю, там и для... Ну, что же применение ядерного оружия? Давай рассмотрим какой-нибудь сценарий. Давай я сейчас тебе скажу просто, ну, то, что мне кажется вполне вероятно, да, а ты мне скажешь, насколько это может быть по-твоему. Вот представь, Запад продолжает дальше поставлять Украине оружие, Украина с помощью этого оружия переходит в контрнаступление, российские войска вынуждены там отступать и освобождать там позиции, которые были заняты, где уже сегодня висят плакаты «Россия здесь навсегда», я говорю про то же самое, там, Херсонскую область, например. Что, конечно, колоссальный удар по пропаганде, по всему вот глубинному народу, который уже там праздновал победу. И в этой ситуации нужно что-то делать. И вот в этой ситуации, когда невозможно ответить по тем или иным причинам на поле боя, Россия, например, применяет тактическое, да, мы говорим там про тактическое ядерное оружие, где-нибудь там по каким-нибудь полям, где-нибудь в Польше, например, ну не знаю, да, или там в любой другой стране НАТО. С тем обоснованием, что, ребята, вы полноценные участники конфликта, вы поставляете оружие, и мы вас начинаем считать полноценным участником. Вот это как предупреждение, там даже, может быть, никто не погибнет, да, но просто показать, что мы готовы и мы не отступим от своего. Вот такой вот, например, сценарий страшный, ужасный, но вот насколько ты считаешь, что такой сценарий может быть? Ты знаешь, мы видим, например, один из главных тезисов российской пропаганды сейчас, что там, никакой российской изоляции быть не может, потому что, окей, там против России отвернулся западный мир, но вот там, значит, с нами Китай, с нами Индия, с нами там, значит, продолжают сотрудничать страны африканского континента и Латинской Америки. Как ты думаешь, Китайская там, Народная Республика одобрит применение России тактического ядерного оружия? Не отвернутся ли после этого от России последние ее союзники? Ну, потому что очевидно, что ядерное оружие это вот такая красная черта уже не только для Европы, но, в общем, мне кажется, для всего мира. Оказаться в полной изоляции, поругаться еще и с Китаем и Индией из-за применения ядерного оружия, ну, то есть мы уже как бы окей, сошлись на том, что рацио это там не то, что применимо к нынешним кремлевским начальникам.
Но все же мне кажется, что на это они не пойдут. И еще мой аргумент один в пользу того, что они на это не пойдут. Вот вспомни то знаменитое заседание Совбеза, которое предшествовало войне. Владимир Путин, он же очень не любит принимать какие-то единоличные, резкие решения. Он всегда старается размазать эту ответственность, сделать ее коллективной, что вот все в этом поучаствовали. И сейчас мы, кстати, видим это на оккупированных территориях, когда он туда гоняет каких-то губернаторов, членов правительства, того же Кириенко, чтобы потом никто не мог сказать: я к этому не причастен, я только выполнял приказ. Все поучаствовали. И вина у всей этой элиты будет коллективная. В случае применения какого-то тактического ядерного заряда, тут уже ты вину никак коллективно не размажешь. Тут всем будет понятно, что в этом виноват один единственный конкретный человек, который нажал на красную кнопку. А поскольку принимать вот такие единоличные решения российский лидер не любит, то это еще один мой аргумент в пользу того, что все-таки я очень надеюсь, что ни до какого ядерного оружия в этом конфликте дело не дойдет. Но опять, это вот мои рассуждения и там, мои надежды на то, что все-таки какой-то разум возобладает. Насколько как ты думаешь, для Запада важно не загонять Путина в угол? Насколько им важно сохранять какое-то ему пространство для маневров? Ну, я не думаю, что такая аргументация вообще она сейчас у кого-то есть в голове. Ну, то есть понятно, что после 2014 года еще сохранялась иллюзия, что там с этим человеком можно о чем-то договариваться. Но даже, в общем, вот по этой публикации громкой во французской прессе переговоров Макрона с Путиным, понятно, что, в общем, даже французы, которые там максимально дипломатичные ребята и которые до последнего там старались о чем-то с российским лидером договариваться, поняли, что этот человек абсолютно недоговороспособен. Помнишь эту прекрасную фразу Ангелы Меркель о том, что он живет в каком-то своем мире? Поэтому я не думаю, что такой аргумент, он вообще где-то сейчас там кем-то всерьез рассматривается. Понимаешь, российская пропаганда все это пытается переиграть в то, что кто-то старается унизить Россию, или там уничтожить Россию, или что-то еще с ней сделать. Вот как раз таких намерений, на мой взгляд, конечно, ни у кого нету. Ну, потому что посуди сам, кому нужна эта огромная территория, если она, не дай бог, там раздробится на условные 8 частей, и вместо там одной страны с ядерной боеголовкой ты получишь 8 непредсказуемых стран с ядерными боеголовками. Поэтому как раз там в какой-то развал России как цель Запада я не верю от слова совсем. А в то, что кто-то хочет там не загонять в угол Владимира Путина, какая разница, что там с этим Владимиром Путиным дальше будет происходить? Ты с ним о чем не пытаешься договориться, он все равно эти договоренности нарушит. По поводу договориться, ты видишь сейчас возможность для каких-то мирных переговоров? В данный момент абсолютно, конечно, нет. Ну, потому что есть понятная позиция, которую занимает киевская власть, о том, что какие-то договоренности возможны только в том случае, если как минимум ситуация возвращается к границам до 24 февраля. И мы видим позицию Москвы, которая заявляет о том, что она намерена не только оккупировать целиком Донецкую и Луганскую область, но сейчас уже они говорят об оккупации южных областей Украины, как минимум Запорожской и Херсонской. Сейчас там начинают что-то там говорить про Харьковскую область. Позиции сторон сейчас настолько радикально не сходятся, что не очень понятно, с какими картами можно за стол переговоров вообще садиться. До тех пор, пока в ситуации не наметится какой-то военный перелом в ту или иную пользу, я думаю, никаких мирных переговоров не начнется. И ровно из этого там исходят западные политики, которые дают там самые пессимистичные там сценарии этой войны. Там, вспомни, вот сейчас уходящий в отставку британский премьер Джонсон, у него, по-моему, был самый такой пессимистичный прогноз, когда он сказал, что война может продлиться до конца 2023 года. Сейчас все-таки там большинство сходится к тому, что, дай бог, к концу года боевые действия завершатся. И я думаю, мы все там на это надеемся, на какое-то скорейшее окончание войны. Но сейчас просто нету той переговорной позиции, ни одной переговорной позиции, которая бы условно устроила и Москву, и Киев.
Ты видишь вообще сегодня возможность там у российской армии продолжить какое-то наступление серьезное и взять, я не знаю, там ту же самую там Одесскую область, коридор в Приднестровье и те вот планы, которые, опять же, неоднократно озвучивались там и чиновниками, и пропагандистами? Нет, я думаю, что в нынешнем состоянии это все абсолютно какие-то такие влажные фантазии, которые мало реализуемы в реальной жизни. Мы видели, что, в общем, почти, ну сколько, 4,5 месяца идет война. Спустя 4,5 месяца, значит, там российская армия всей своей мощью еле-еле вышла на административные границы Луганской области. Впереди тяжелейшие бои за контроль над областью Донецкой, которые при нынешнем уровне продвижения там, и нынешнем уровне потерь, ну, продлятся, если ситуация на фронте не изменится, если динамика на фронте не изменится. Ну, как минимум до начала осени. Учитывая те потери, которые сейчас есть, учитывая западное оружие, которое поступает в Украину, я, честно говоря, не верю, что они даже Харьковскую область могут захватить. Донецкую, может быть, с большим трудом. А там, ну, нет, какая Одесса? Это Одесса, это все... То есть понятно, что, может быть, какие-то там люди в Генштабе там спят и видят, но без какой-то, без мобилизации, без военного положения, без привлечения на фронт, там, не знаю, каких-то еще миллионов военнослужащих, ну, нет, это абсолютно сейчас невозможно. Здесь мы возвращаемся к, сразу, когда сказал слово мобилизация, сразу вспоминаю Стрелкова, который стал таким альтернативным источником «все пропало» информации. Человек, который в каждом своем там стриме, не знаю, смотришь это его или нет, он как раз активно говорит, что нужна мобилизация, без этого ничего не получится. Ты считаешь, мобилизация возможна какая-то полномасштабная в России? Я думаю, что в том случае, если ситуация на фронте изменится, если украинские войска действительно перейдут в контрнаступление, о котором много говорят в последние месяцы, и начнут, условно говоря, возвращать себе ныне оккупированные территории, то в какой-то момент российские власти могут оказаться перед перспективой либо там полной потери захваченных территорий, либо объявления военного положения. Ну, потому что российская армия, какой бы большой она ни была, но этот ресурс все же исчерпаем чисто физически. Мы видим, какие серьезные потери армия понесла в первые 5 месяцев войны. Ну, окей, сейчас они пытаются латать эти дыры за счет вагнеровцев, за счет там каких-то добровольцев Донбасса, за счет каких-то добровольцев, которых собирает в Грозном Рамзан Кадыров, за счет тотальной мобилизации в этих самопровозглашенных ДНР и ЛНР, где там просто студентов, преподавателей, музыкантов всех подряд гребут и отправляют на передовую. Но даже эти ресурсы, они все равно исчерпаемы, потому что потери, которые несутся при попытке взломе там, каких-то украинских укрепрайонов, они колоссальные. Поэтому, посмотрим, опять же, вот сейчас, последние дни мы видим, что украинское командование, отдельные его представители, так аккуратно заговорили о том, что август станет, возможно, решающим месяцем, когда наметится какой-то перелом в этом конфликте. И мы видим, как при этом с российской стороны начали, значит, намекать, что либо вот вы сейчас все-таки на что-то согласитесь, либо к сентябрю будет какой-то там ого-го. Сначала, значит, Владимир Путин говорит, что он еще ничего не начинал. Потом какие-то очень такие вот апокалиптичные вбросы начинаются через всякие телеграм-каналы, типа «Не Игоря», что вот либо, значит, сейчас Украина согласится с потерей 30% территорий, либо, значит, в сентябре случится что-то такое, что вот все, будет все ужасно и все кончится. Мне кажется, что в Кремле и российском руководстве начинают потихонечку понимать, что ситуация, мягко говоря, складывается не лучшим образом, и может быть, там хотели бы зафиксировать некий статус-кво и на время ситуацию подморозить. Но мы видим, что Киев к этим переговорам пока не готов. Посмотрим, как в ближайшие недели будет развиваться ситуация на фронте. Как ты думаешь, в случае достижения каких-либо договоренностей, это может быть все что угодно, от
заморозки конфликта в нынешнем виде, до отката к каким-то там границам, не границам. Возможно ли сегодня ситуация, когда Россию там так или иначе простят или там закроют на это глаза, откатят какие-то санкции, то есть ситуация 2014 года, да, когда тоже был конфликт, когда был и Крым, и когда был Донбасс, и были санкции, но потом как-то все это с каждым годом начало сходить на нет, и вроде, знаешь, как все совсем смирились, все приняли вот новые правила игры, и там до 2022 года Россия была вполне себе полноценным игроком и в Европе, и Путин там ездил, там и наши дипломаты ездили везде, и мы принимали всякие соревнования, и то есть не было вот такой вот страны-изгоя там на Западе. Возможно ли повторение вот какой-то такой вот ситуации? Я думаю, что нет. Конечно, это сейчас уже невозможно, потому что, знаешь, санкции очень легко вводятся, и потом очень трудно и тяжело отменяются. Вспомни хотя бы, как долго на десятилетия растянулась в свое время в США история там, с отменой поправки Джексона-Веника, введенной еще против Советского Союза. Поэтому вернуться в довоенный мир сразу после окончания войны так просто, конечно, не получится. Опять-таки же мы не знаем, каким будет этот послевоенный мир, какие будут границы, проиграет Россия или ей удастся оккупировать какие-то территории. Если Россия откажется от своих территориальных претензий, если она покинет территорию Украины, вернется к каким-то условно границам до 24 февраля, наверное, какое-то восстановление, хотя бы, не знаю, авиасообщения, условно говоря, может пойти быстрее. Но, конечно, никто не будет никакие санкции отменять быстро. В 2014 году все-таки ситуация была принципиально иной. Сейчас весь мир был свидетелем полномасштабного вторжения. Такого в Европе не было сколько десятилетий, когда одна большая европейская держава вторгается на территорию другой европейской державы. Поэтому нет, конечно, никакого быстрого возврата к довоенному миру не будет, никакой быстрой отмены санкций не будет. Надо понимать, что все это всерьез и надолго. В конце концов, импортозамещение же работает, как говорят. Будут люди пользоваться не французской косметикой, а белорусской. Разве это так уж плохо? Говорят, кому-то нравится. Да, еще есть всякая там глина, подорожники и много различных народных средств, которые некоторые думают, что замечательно работают. По поводу бытового общения между русскими и украинцами, как ты себе его видишь сейчас и как ты его видишь себе в дальнейшем? То есть во что это превратится, тем более ты живешь в Европе, ты, видимо, контактируешь в том числе со многими украинцами и видишь это немножко изнутри. Какая сейчас обстановка? Ты знаешь, я думаю, что сейчас и в каком-то обозримом будущем, конечно, сохранятся связи на уровне друзей, родственников, людей, которые много лет друг с другом общались и контактировали. Но, конечно, никакого нормального общения между россиянами и украинцами в ближайшее время не будет, и никакого быстрого прощения здесь быть не может, и никакого быстрого решения этого конфликта быть не может. Тоже не надо идеализировать. Огромное количество погибших, очень многие люди потеряли своих сыновей на фронте, огромное количество погибших в мирных городах, женщин, детей. Это не та история, которую можно, знаешь, вот так вот простить, перевернуть и забыть. Это травма на десятилетия. Единственное, что вселяет в меня некоторый оптимизм, это, знаешь, когда я как раз выезжал из Украины, так получилось, что весной этого года, первый март, апрель, май и часть июня я провел в Сербии, в Белграде, поездил немного по Балканскому полуострову. Да, и мы помним, какая резня происходила на Балканах буквально 30 лет назад, какие войны шли между сербами и хорватами, сербами и боснийцами. Сребреницу помним, и страшные военные преступления происходили в ходе этой целой череды локальных конфликтов. Казалось бы, как люди после этого могут жить друг с другом. А сейчас ничего, как-то живут. Конечно, экономические последствия тех событий, они до сих пор отражаются на всех этих странах.
но при этом границы открыты, все там как-то спокойно там на машинах, поездах, автобусах там ездят друг к другу. Пройдет какое-то время, и там это единственное, на что остается надеяться. И люди каким-то образом друг к другу, значит, там притрутся и там начнут друг с другом жить. Главное, чтобы при этом ни у кого там не болело в одном месте, и там никто больше не предъявлял к соседям территориальных претензий, не рассказывал о том, что вот, значит, я сегодня утром проснулся и решил, что соседняя страна, значит, на основании вердикта Ивана Грозного не должна существовать. Потому что все вот эти какие-то псевдоисторические отсылки, они ни к чему хорошему не ведут. До тех пор, пока люди не начнут думать о будущем и о том, как там в этом будущем жить там нам с тобой, нашим детям, а будут думать о том, в чем был прав Владимир Ильич Ленин, а в чем ошибался Иосиф Виссарионович Сталин, а в чем там, значит, там накосячил Петр I с Екатериной II, вот ничего хорошего не получится.